другой стороны будет другого цвета синяк под глазами. Ладно, перемотали. Сейчас нам нужно немножко... Это нормально. Опля! С клиентом нужно быть честными, точка. Хорошая, нормальная, кстати, скидка. Добрый день, дорогие мои! Меня зовут Ирина Максимова. Я приветствую вас на канале YouTube Ханафи. Ирина Максимова – руководитель собственной студии, одна из ведущих специалистов России. Опыт работы в индустрии перманентного макияжа более 19 лет. Основные направления в ее работе – камуфлирование рубцов и шрамов, восстановление ореола груди после оперативных вмешательств, лазерное удаление, перекрытие некачественного татуажа и, конечно, перманентный макияж бровей, век, губ и румяна. За эти годы Ирина получила многочисленное количество премий и наград, была персоной года по мнению журналов, участвовала как спикер и судья на международных чемпионатах по перманентному макияжу и косметологии, а также организовывала мероприятия. Сегодня покажу вам очень интересный мастер-класс, который называется «Камуфляж темных кругов под глазами». Данное видео и данный мастер-класс будет интересно не только для вас, дорогие мастера, но также для ваших потенциальных клиентов. Процедура достаточно редкая. Она, честно скажу, не пользуется такой большой популярностью, как другие зоны перманентного макияжа. К нам обратилась замечательная модель Мария. Действительно, здесь есть усугубленная проблема. Мешочки под глазами, которые имеют и красноватый оттенок, и синюшный небольшой оттенок. Мария расскажет сама, почему она обратилась за данной услугой. Темные круги под глазами у меня с самого детства, и они абсолютно не зависят от того, какое количество у меня сна, сколько я пью воды. У меня нет никаких заболеваний, которые могли бы это провоцировать. Каждое утро, где-то лет с 13, я замазываю свои темные круги консилером. Я обращалась к косметологам с данной проблемой. Помогают все различные инъекционные и неинъекционные процедуры. Ненадолго, стоят дорого, и эффект очень быстро пропадает. Поэтому я обратилась к Ирине с данной проблемой и надеюсь, что наша сегодняшняя процедура мне поможет. Значит, при камуфляже темных кругов под глазами никакой отрисовки у нас эскиза не делается. Если вы видите вот начало работы, да, я работаю настолько легко, будто прям глажу кожу. И я работаю только по тем местам, которые отличаются по цвету. Соответственно, синяя, вот, да, у нас есть зона, и красноватая зона. Обязательно растяжка кожи, потому что здесь переорбитальная область под глазом достаточно нежная соединительная ткань. И вы видите, я не сильную амплитуду делаю, движение у меня среднее. Техническое внесение пигмента у нас, по сути, похоже на растушевку, когда мы делаем веки. То есть у нас должна быть такая вуалечка, акварелечка на коже. Здесь то же самое. Не надо стараться плотно внести пигмент в кожу. Процедура камуфляжа под глазами – это поэтапная процедура. Здесь мы видим, вот у нас сосудики. Стараемся прям настолько поверхностно, аккуратненько, но прям под само веко я не пойду. Я иду только в той области, которая требует. Видите, вот переорбитальная область, здесь чуть более плотнее кожи, вот сюда мы не заходим. Почему? Потому что есть риск попадания иголочки вот на маленькую измененную уже структуру, да, кожи. И здесь есть риск как раз иглой зацепиться и поставить вот такую точечку, которая потом будет не очень красиво выглядеть в зажившем виде. Когда спрашивают, сколько проходов нужно сделать при данной процедуре, самое основное, у вас должна сквозь вот этот пигмент, сквозь вот эту пиксельность просвечивать кожа. Ни в коем случае не уплотняем, ни в коем случае не делаем замазку. Вот сейчас мы стираем и смотрим, что у нас получается. Нигде никаких маленьких точечек быть не должно. Растяжка кожи должна давать возможность, чтобы кожа сама не бежала за иглой, не цепляла ее. Иначе тогда есть риск
именно зацепиться и поставить белую точечку. Еще раз растягиваем кожу, доходим практически до внутреннего уголочка. Помня, что у нас границы, мы не заходим, вот где мы видим вот эту вот синюшность, изменение цвета, мы работаем только здесь. И аккуратненько, аккуратненько, на нет, вот где-то примерно сюда доходим. Почему не иду сюда? Потому что здесь плоскость уже не позволит вам легко положить пигмент. Вот именно в этой части, да, в углублении, где переносится. И здесь есть очень сильно большой риск, что можно заглубиться иглой. Основная задача камуфляжа темных кругов под глазами как раз вот именно вот эту зону сделать более светлой. Мы не используем ни первичную, ни вторичную анестезию. Почему? Потому что выбеливает нам некоторую область, и мы можем потерять вот цвет, который нам надо, собственно, закамуфлировать. Здесь у нас нет эскиза, соответственно, чтобы вы не потеряли область, в которой вы работаете, старайтесь не заходить вот уже на вот эти участки. Если вдруг нечаянно вы забыли там или ослабили вашу растяжку у пальцев, здесь есть риск заглубиться, поставить небольшие точечки, которые потом этим белым и заживут. Очень важно предупреждать клиента перед началом работы, что эта процедура поэтапная, можно делать коррекцию через 2 недели. Небольшое покраснение, легкая сосудистая реакция на коже, это совершенно нормально. И сейчас мы закончим дальше, следующий проход еще сделаем. При камуфляже темных кругов под глазами я, как правило, использую только белый пигмент, потому что у нас контингент наших женщин имеет светлый тип кожи. Темные круги у них, как правило, или с краснинкой, или больше обладают некоторой синюшностью. Почему я не использую пигменты для камуфляжа? Дело в том, что пигменты для камуфляжа, они очень хороши, когда белый рубчик, или мы подбираем под цвет кожи, тонируем рубец, камуфлируем рубец. Если мы будем использовать камуфляжные пигменты на камуфляж темных кругов под глазами, здесь есть и очень большой такой риск, что у нас круги станут темнее. Старайтесь не уплотнять, да, каждый раз протираем пигмент. И, кстати, мои дорогие, у меня для вас очень хорошая новость. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, действует очень хорошая скидка в магазине Hanafi. Спешите воспользоваться. В процессе работы, ближе к внутреннему уголочку, ближе к переносице, просите клиента, чтобы он, например, смотрел, если вот правый глаз, то в правую сторону. Почему? Потому что глазное яблоко делает некоторую выпуклость, которая будет вам мешать в работе. Конечно, проще делать, когда у клиента открыты глаза. Вам проще сделать растяжку кожи, проще подобраться вот к труднодоступным зонам. Во-первых, клиенту так будет проще, вам так будет удобнее зафиксировать кожу. Чем больше у вас амплитуда движений, тем больше вероятность поставить вот эти засаженные точечки, плюс если еще плохая растяжка. И стараемся вот совсем ближе к нижнему веку не идти, потому что структура кожи здесь такая достаточно рифленая, изменчивая. Итак, я сейчас остановилась и поменяла картридж. Очень часто происходит окисление иглы от диоксида титана. Если вдруг вы увидели на ватном диске, когда протираете излишки пигмента, вот такую вот небольшую серость, обязательно надо поменять картридж. Картридж я взяла 0,25 заточка RL-LT. Я взяла самую тоненькую иголочку, потому что у нас достаточно нежная зона. И мне надо по большей части напылить, напушить. Скорость у меня 7,7. Я сделала 2 полноценных прохода. Конечно, есть легкая отечность. Уже не так бросается в глаза синюшность. Ну, конечно, еще за счет небольшой отечности, которая пройдет буквально сейчас там, в течение нескольких часов. Не надо бояться вот этой легкой сосудистой реакции. Это нормально при камуфляже темных кругов под глазами. Кстати, напишите в комментариях, с какими проблемами камуфляжа сталкивались вы. Переходим ко второму глазику. Здесь для мастеров обязательно должно быть физиологическое удобство в плане рук. То есть рука не на весу должна быть у вас, что левая, что правая. Обязательно фиксация должна быть у вас с кожи, потому что здесь уже будет не сильно удобно за счет того, что у вас мизинчик касается
носа, если вы правша. Делаем все то же самое, примерно 2,5 прохода у нас идет. Почему много противников этой процедуры? Потому что основная часть ложится на тот самый коварный диоксид титана, который находится в составе белого пигмента. К сожалению, если вдруг случилась ошибка во время процедуры, да, и очень много положено пигмента, и выглядит это в зажившем виде, как замазка какая-то, здесь удаление возможно только химическим путем, то есть при помощи ремувера. К сожалению, лазерное удаление здесь у нас не поможет. Клиент должен об этом знать. Также белый пигмент, если он положен правильно и грамотно, также грамотно будет выходить из кожи наших клиентов. Вы должны, как мастер, решать сами, возьметесь вы за эту услугу, откажете вы клиенту или же все-таки пойдете на поводу. Итак, мы закончили процедуру камуфляж темных кругов под глазами. Вы можете увидеть легкую отечность в зоне проведения процедуры, небольшая сосудистая реакция. Это совершенно нормально, так и должно быть. Нашему клиенту мы порекомендуем сегодня протирать хлоргексидином или мироместином. Мы не пользуемся никакими мазями и кремами. И увидимся с вами через 2 недели.